Друзья, мы с вами уже знаем, что самые агрессивные животные живут в Африке. А вот где живут самые странные? Правильно, на перевернутом континенте. Там, где почти вся фауна ходит с сумками. И сегодня у нас в гостях второй первозверь, животное не менее странное, загадочное и древнее, чем другой первозверь. Утконос, о котором у нас уже есть видео. Встречайте австралийскую ехидну, вид яйцекладущих млекопитающих, семейство ехидновых. Единственный представитель рода ехидн, и обитает она в пустынных лесах Австралии. По внешним характеристикам, это 40-сантиметровый ежик с мордой муравьеда, весом до 5 килограммов. Будучи представителем отряда однопроходных, ехидна благополучно игнорирует большинство канонов классического млекопитающего, что не мешает ей успешно топтать землю Австралии и Новой Гвинеи последние несколько миллионов лет. Да, когда-то давным-давно рептилии обзавелись волосами и молоком. Мы прозвали то, что из этого получилось, млекопитающими, но один класс до сих пор не дает покоя систематикам – однопроходные. К ним-то как раз и относится ехидна вместе с утконосом. Вообще ехидна почему-то интересовала людей меньше, чем утконос, которого систематики нашли первым. Даже отнеслись к ней с некоторой небрежностью и имя дали совершенно неподходящее. Ехиднами в Древней Греции называли гадюк. Затем, видимо, по ассоциации со змеями, это научное имя получил один из видов угря. И вдруг совершенно безобидный зверь тоже получил имя ядовитой змеи. Все дело в том, что у ехидн, как и у утконосов, самцы имеют на передних ногах шпоры, но звери никогда не пользуются этим оружием. Защищаются ехидны иначе. Свертываются в клубочек, выставляют длинные до 6 сантиметров острые твердые иголки. Иногда ехидна сильными передними лапами быстро вырывает небольшую наклонную ямку, куда засовывает голову и переднюю часть туловища, обращая в сторону врага спину со вздыбленными иглами. Если же враг, почему-то либо не убоявшийся этих колючек, попытается извлечь ехидну из земли, ему придется затратить очень много усилий. Этот зверек обладает большой силой. Хотя в природе врагов у ехидны практически нет. Люди же преследуют ее редко. Шкура ехидны ценности не представляет. Мясо употребляют лишь местные жители, да и то не считают его первосортным. Поэтому ехидна не пуглива. Однако увидеть ее нелегко. Ехидна прямо как настоящий ежик, активна в темное время суток. В отличие от утконоса, ехидна совершенно не связана с водой, хотя и предпочитает заросшие сырые низины. Там она бродит, низко опустив голову, обнюхивает или исследует длинным тонким языком попадающиеся на пути предметы, переворачивает камешки, сдвигает ветки упавших деревьев, разрывает муравейники. В основном пища ехидны – это насекомые. Мелкие моллюски, иногда червячки. Добыча чуть покрупнее, ей уже не по зубам. Дело в том, что голова ехидны, как и голова утконоса, оканчивается длинным окончанием, наподобие клюва. Но у утконоса он плоский и способен буквально распахиваться, а у ехидны он вытянут в трубочку, сквозь отверстие которой можно просунуть лишь длинный до 25 сантиметров язык и втянуть прилипшую к нему мелкую живность. Язык покрыт настолько клейкой слюной, что муравьи и термиты прилипают к ней целыми колониями, вместе с грунтом и мелкими камешками. Впрочем, камни ехидну не смущают. Они работают в желудке как жернова, помогая перетирать панцири насекомых. Кстати, как и у утконоса, хоботок ехидны богат на всевозможные усовершенствования. В его коже расположены рецепторы, с помощью которых ехидна улавливает слабые колебания электрического поля, возникающие при движении мелких животных. Ни у одного млекопитающего, помимо ехидны и утконоса, подобного органа электролокации не обнаружено. Да, еды ехидне нужно много. Вот и бродит она без отдыха по своему участку, радиус его примерно 1,5 километра. Кстати, ходят ехидны, как ящерицы. Это как? Ну, у нас с вами конечности под туловищем, а у ехидны и рептилий по бокам.
а брюшко закрыто сумчатыми костями. Такой своеобразный костнопресс. Иногда этот древний ежик совершает и 10-15 километровые переходы. А почему бы и не попутешествовать? Животное это свободное, и даже родительские обязанности не удерживают ехидну на месте. Малыш всегда с ней в сумке. Правда, как он туда попадает, непонятно. Ни ртом, ни лапами ехидна не может дотянуться до сумки, чтобы положить туда малыша. Да и сумка у ехидны образуется лишь после появления детеныша. Происходит это так. Самка откладывает яйцо на землю. Из него появляется крошечный голенький беспомощный малыш, который, тем не менее, способен доползти до брюшка мамаши и крепко уцепиться за ее шерстку. С этого момента вокруг малыша начинают образовываться кожистые складки, которые в конечном итоге превращаются в сумку. У ехидны, как и у утконоса, нет сосков, и малыш утыкается носиком в млечное поле, выдавливает из сетчатого участка кожи капельки молока и слизывает их. За 2,5 месяца маленькая ехидночка вырастает до 10 сантиметров. Новорожденный имеет не более сантиметра в длину и весит уже 300-400 грамм. А главное, малыш покрывается иголками. И маме, наверное, уже не только тяжело, но и очень неудобно таскать его. Тогда она отыскивает подходящую ямку или роет такую сама и пересаживает туда своего потомка. Время от времени мамаша приходит к ямке и подкармливает детеныша. Это длится довольно долго, и за время сидения в ямке детеныш удваивает свой вес. Но вот однажды мама придет к своему детенышу и не застанет его на месте. Однако она не испугается, не побежит его искать. Она поймет, детеныш уже вырос и начал самостоятельную жизнь. А то, что он не попрощался, ну что ж, это бывает не только у ехидн. Дамочки готовы к размножению уже в год, а мужчины в 3-4 года. И когда в Австралии наступает зима с июня по сентябрь, у ехидн просыпается романтическое настроение, которое выливается в одно из самых забавных зрелищ на континенте – поезда ехидн. Наткнувшись на готовую к размножению самочку, самцы не устраивают классических драк. Они просто выстраиваются за ней в колонну по росту и начинают ходить по пятам. Такой караван может насчитывать до 10 ухажеров и двигаться за дамой в течение месяца. Самка во главе процессии занимается своими делами. Ищет термитов, спит, гуляет, а суровый мужской батальон покорно следует за каждым ее шагом. Когда самочка решает, что кастинг окончен, она ложится на землю. Самцы выкапывают вокруг нее круговую траншею и начинают выталкивать друг друга из этого окопа. Тот, кто останется в круге последним, получает право на продолжение рода. Зачем природа пошла на такие усложнения? Загадка, над которой ученые думают до сих пор. Австралийская ехидна обычно в Австралии и Тасмании и не относится к вымирающим видам. Ее в меньшей степени затрагивает расчистка земель, поскольку она не предъявляет к местам обитания особых требований, помимо достаточного количества пищи. Так что это доисторическое существо вовсе не собирается вымирать, причем доживает до своих почтенных 50 лет. Вот такая она, австралийка, ехидна, долгожительница. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие наших каналов, может перейти на платформу Boosty по ссылкам в описании. Там доступны все видео с каналов Планета Земля и ЗУ, без рекламы и замедления. Спасибо, что любите природу вместе с нами. До скорых встреч!